Привет, друзья! Добро пожаловать на мое новое видео. В горах не всегда действует правило «чем выше, тем красивее». Сегодняшнее видео тому доказательство. Едем в каньон реки Росомачка, который благодаря своему уникальному рельефу является одним из красивейших мест Сербии. А потом едем на водопад. Итак, мы находимся в селе Славинье. Это недалеко от Болгарии. Идем в ущелье реки Росомачка. Называется Росомачки Лонце или Славинско горло. До нужного места нам буквально 1 километр. Очень интересная архитектура. Каусвемерска летеница. Я сначала думала, что в феврале еще рановато для посещения этого места. Но сейчас понимаю, что самое то. Во-первых, это место очень популярно. Мы сегодня встретили 2 небольшие группы. Одна из них, семья болгар, получается, приезжают и из Болгарии. Но еще мало людей, для Сербии сейчас холодно, -1 градус. Представляете, сколько будет народу, когда потеплеет. Во-вторых, листвы пока нет, поэтому ничего нам не помешает оценить красоту этого места в полной мере. В-третьих, сосульки, замороженная река, хрустальные ручьи придают этому месту сказочный антураж. На нашем пути старая заброшенная мельница. Похоже, раньше здесь была быстрая полноводная речка. Я тут погуглила. Это горизонтально-колесная водяная мельница. Видите внизу лопасти? Их приводил в движение поток воды. Обеспечивался крутящий момент, благодаря чему начинал крутиться вал. В емкость засыпалось зерно, которое подавалось на жернова, перетиралось и собиралось в емкости. Тут же можно увидеть жернова, огромные и тяжелые, как и полагается. Это очень интересно. Здорово, что сохранилось, и можно посмотреть. И вот они, Росомачки Лонце. Лонце в переводе означает горшки. Это связано с тем, что вода резко падает и собирается в водовороты, которые в течение долгого периода формируют горшки. Я бы еще сказала котлы, как мы видели в ущелье Нишевац. Ширина горшков достигает 4 метров в диаметре. Другое название – Славинско горло. Горло есть и горло. Так как каньон очень узок, в некоторых местах достигает всего лишь 1 метр. Длина каньона 500 метров. Что мы еще видим? Это слоистую структуру известняковых отложений, которые образовались в несколько фаз в позднем юрском периоде, когда здесь было мелководное море. Сам процесс занял очень много времени, учитывая, что было 50-60 слоев разных цветов. Я смотрела интервью профессора географии Драгана Николича. Он говорит, что здесь преобладают зеленые и серые осадочные породы, что означает наличие марганца. Справа присутствуют красноватые оттенки, что означает наличие оксида железа. Этому геонаследию на Старой Планине около 150 миллионов лет, говорит профессор. Выглядит потрясающе. Возвращаемся назад. Было очень круто. Но у нас есть еще одна точка в нашем маршруте. Это водопад Туповица. Для этого нам нужно будет проехать 20-25 минут в обратном направлении к селу Дойкинцы, к планинарскому дому.
Мы возле планинарского дома в селе Дойкинцы. Идем на водопад Туповица. Здесь оставляем машину, и нам нужно пройти 5 километров. Когда мы подъезжали к селу, вспомнили, что здесь уже были. Мы ходили на вершину Тупанац, а затем спускались в Еловичку в Релу. Несмотря на туман, поход был прекрасен. Можете перейти по ссылке и посмотреть. К водопаду можно доехать на машине, но мы ж туристы, идем пешком. Повсюду бегут ручьи, слева шумит река Дойкиночка. Вся тропа маркирована, подъемов нет. Очень приятная легкая прогулка. Любуемся природой. Мы почти у цели. Нужно всего лишь перейти эту реку. Это необыкновенно. Когда взору открывается водопад, ты просто замираешь от этой красоты. Так выглядит водопад зимой. Природа здесь еще спит, ни одного цветочка. Водопад, как хрустальный замок, услаждает твой взор, а шум воды умиротворяет твою душу. Высота водопада 15 метров. Он находится на высоте 1050 метров над уровнем моря. Может, и хорошо, что мы тут оказались после обеда. Сейчас он подсвечивается солнцем и прямо искрится. На кадрах можно заметить и радугу. До водопада и обратно с перекусом и приготовлением чая на хрустальной воде у нас заняло 3,5 часа. Солнце уже садилось и стало холодать. Нам пора. Спасибо за просмотр. До встречи. Чао.